Работаем со стрейч-джинсой. Чтобы вышивка не поплыла, я использую проверенный дуэт. Обычную бумагу и клей-карандаш. Клей-карандаш и бумага зачастую оказывается безопаснее и практичнее, чем флизелин. У клеевого флизелина слой клея распределен по всей поверхности. При интенсивной вышивке игла совершает тысячи проколов. От трения игла нагревается, клей на флизелине размягчается и начинает налипать на кончик и ушко иглы. Это приводит к пропускам стежков и к обрыву нити. У меня есть ткань с бабочками. Учитывая, что я не умею рисовать, я их вырезаю и прямо по этим контурам раскрашиваю разными нитками. А если вы используете качественный канцелярский клей-карандаш, он фиксирует бумагу точечно или тонким слоем. После подсыхания он не тянется за иглой так сильно, как термоклей флизелина. Микрочастицы клея от флизелина вместе с ворсом джинсы могут попадать внутрь челнока, образуя липкий ком, который со временем мешает ходу машинки. Бумага же дает сухой прокол. Главное вовремя вычищать бумажную пыль кисточкой из челночного отсека после окончания работы. Я вышиваю с помощью лапки для штопки. Пробовала без нее, не получается. Петля начинает снизу сборить. Как только вставляю лапку, все хорошо. Обязательно надо в начале перед шитьем вытянуть 2 нитки на лицевую сторону. После этого надо закрепить, обязательно опускаем лапку, закрепить несколькими стежками. 1, 2. А потом уже можно шить. Можно шить обычной строчкой или зигзагообразной. Вот сейчас я вышиваю зигзагообразной строчкой. Получается очень удобно. Для приклеивания флизелина нужен утюг. Стрейч джинса содержит эластан, который боится перегрева. Ткань может пойти волнами или потерять упругость. Клей-карандаш работает на холодную, что бережет структуру волокон. И чтобы сохранить геометрию рисунка, я использую холодный метод – обычную бумагу и клей. Это дает идеальную фиксацию без термического стресса для ткани. А вот утюг нам понадобится в самом финале. Но уже для совсем другой задачи. Вместе с моим секретным деревянным помощником мы будем придавать вышивке профессиональный лоск. А сейчас хочу рассказать про настройку машинки. Нужно обязательно опустить или закрыть пластиной зубчатую рейку, транспортер, чтобы ткань могла свободно двигаться. Верхнюю нить заправляем особенно внимательно, проверяя натяжение для вышивки. Оно должно быть чуть слабее обычного, чтобы нижняя нить не вытягивалась на лицо. И не забудьте про специальную иглу для стрейч-джинсы. Нижняя нить должна быть тоньше верхней. Но здесь я использовала специальные нитки для вышивки. И в челноке у меня тоже заправлена специальная нижняя нить. Она абсолютно бесцветная, и ее можно использовать, работая с любыми цветами. С изнанки ее будет не видно. И когда я вышиваю свою бабочку, игла проходит легко, не вязнет в клеевом слое, как это бывает с флизелином. Это безопаснее для челнока и чище для вашей иглы. Желательно после каждого цвета ниточки лишние обрезать, чтобы они не попали под другую вышивку.
Обычные нитки тоже можно использовать. Для свободной ходовой вышивки натяжение нижней нити должно быть идеальным. Возьмите шпульный колпачок за кончик нитки и дайте ему свободно повиснуть. В идеале он не должен разматываться под собственным весом. Но если вы слегка встряхнете руку, так как мы раньше градусник встряхивали, колпачок должен опуститься на пару сантиметров и остановиться. А если же у вас колпачок летит вниз слишком быстро, нить ослаблена, тогда мы берем маленькую отвертку и чуть-чуть подтягиваем болтик по часовой стрелке. А если же наоборот, при встряхивании нитка не выходит совсем, натяжение слишком сильное, значит ослабляем болтик против часовой стрелки. Но вот помните, крутить нужно буквально на миллиметр, как на циферблате часов. Так, бабочку я закончила, и теперь просто отрываю бумагу. Клей-карандаш легко отходит, не оставляя следов и лишней жесткости. Сама же бабочка получается очень прочной. Пока я убираю лишние нити, мне вспоминается одна восточная мудрость о персидских мастерах ковров. Говорят, что они намеренно допускали одну крошечную ошибку в самом сложном узоре. Когда их спрашивали, зачем, они отвечали: только Бог может создать что-то абсолютно совершенное, а человек не должен с ним соревноваться. Так что, когда мы обрезаем эти ниточки, мы не просто чистим изнанку, мы ищем тот самый баланс. Хорошенько проутюживаю вышивку через проутюжильник, и здесь мой главный помощник – деревянный портновский утюжок. Пока ткань горячая, я плотно прижимаю ее деревом на несколько секунд, фиксируя волокна джинсы. Посмотрите, как преобразилась наша бабочка. После машинной вышивки я добавила важный штрих, прошла вручную по контуру. Этот объемный ручной стежок придает вышивке тот самый характерный для боха уют и глубину. В следующем видео я покажу окончание работы. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока!